всем привет! Меня зовут Александр, спасибо, что смотрите канал Рефлексия. И сегодня у нас второе видео, где я планирую рассказать о кораллах, которые населяют мою систему. Поехали! Начну с одного из первых обитателей любого морского аквариума, не считая пульсирующую Ксению. Это политои. У меня это политой ультрагрин и просто зеленая на заднем плане, ее плохо видно. Довольно неприхотливое создание, любит хорошо освещенные места, и сажать ее лучше на некотором удалении или на отдельный камень, просто чтобы она все вокруг не заполонила. Далее идет стелофора милка, жесткий коралл, но при этом достаточно неприхотливый, прекрасно растет при хорошем освещении. Единственное, видно, наверное, внизу экрана, у меня его немного пожгли актинии, но будем надеяться, что это все скоро восстановится. Эуфилия молоточковая, тоже достаточно несложный в содержании коралл, требует яркого или среднего освещения, у меня растет на ярком, но важно хорошее течение. Хоть и многие говорят, что нужно умеренное, вот у меня она стоит на сильном и растет очень быстро. Чалис Голливуд, ЛПС, абсолютно простой в содержании, растет реально как сорняк, особенно на ярком свете и сильном течении, просто тарелка вырастает огромная очень быстро. Закрывает свет другим кораллом, приходится его часто ломать, фраговать, но коралл, на мой взгляд, очень красивый. Зоантусы, вид Lord of the Ring, Властелин колец. Сейчас колония немножечко так подужалась, потому что я ее фраговал недавно. Ну, в целом требования такие же, как к любым зоантусам: яркое или среднее освещение и довольно сильное течение. Сложностей в содержании, на мой взгляд, они никаких не представляют. Саркофитон, достаточно простой в содержании коралл, требует только яркого освещения. Вот у меня их два вида: простой серый и с зеленым телом, который флюрит в темноте. Очень красивый. Сейчас он находится в стадии деления. К параметрам воды коралл достаточно нетребовательный. В общем, для новичков вполне подходит. Это лобофитум, мягкий коралл кожистый, один из лучших на самом деле для новичка, такой достаточно дубовый. Не любит, единственное, сильное течение, но при этом хорошо переносит яркий свет, ну или хотя бы среднюю интенсивность освещения. Корнулярия папайя приехала в мой аквариум недели 2 назад. Коралл чувствует себя явно хорошо, предпочитает яркое, но не прямое освещение и сильную циркуляцию воды. То есть у меня стоит прямо на самом течении. Еще один чалис. На этот раз это другой его род, чуть более сложный в содержании. Растет достаточно медленно. У меня, наверное, за год вырос в диаметре, может быть, на пару сантиметров, не больше. Еще у меня есть вот такая акропора. Что это за вид, даже не знаю, честно говоря. Абсолютно невзрачная. Никакого не вызывает у меня восторга. Растет очень медленно, поэтому особо сказать про нее нечего. Сейчас на экране политоя фуксия, точнее то, что от нее осталось, потому что растет она тоже как сорняк. Вот буквально на днях очистил от нее камень, поэтому вот остались только детки. Остальное раздал. Но думаю, скоро камень зарастет ими снова. Кислотный бриариум, так называемый. Девиз этого коралла: расти всегда, расти везде. Покрывает камни таким ковром, но очень красиво смотрится, особенно в темноте, когда он очень ярко флюрит. И кроме того, очень здорово смотрится, когда им покрыта задняя стенка аквариума.
такой ярко-зеленый ковер. Зеленая поцелопора. Очень мне нравится такой пушистый коральчик. Любит яркое освещение, сильное течение. Питается, ну как и многие, это коралл фотосинтетик. Я в принципе иногда добавляю подкормки планктоновые, но достаточно редко. Мантипора Appleberry. Она у меня в аквариуме совсем недавно, может быть, недели полторы-две. Поэтому пока трудно делать выводы, нравится ей у меня или нет. И по содержанию пока мне тоже особо сказать нечего. Посмотрим, как она себя будет чувствовать там в ближайшие пару месяцев. Еще одна мантипора. Честно сказать, название не помню. Растет на самом деле очень медленно, но в целом довольно красивая, мне нравится. Это у нас хиднопора. Она любит сильное течение и яркий свет. Считается сложным в содержании кораллом, хотя, честно говоря, я никакой сложности не заметил. Единственное, действительно, селить его лучше в устоявшуюся систему. Я подселял больше, чем через год. Турбинария. Коралл простой в содержании, легко адаптируется к любым условиям освещения, к любому течению. Вот. Но, несмотря на это, у меня, как ни странно, растет довольно медленно, хотя и видно, что чувствует себя хорошо, потому что полипы открыты постоянно. Стрея или коралл-леденец у меня мятного цвета. На самом деле, опять же, коралл очень простой, но очень красиво смотрится в аквариуме. Освещение любит умеренное, и течение, в принципе, тоже предпочитает не очень сильное. Но растет, размножается достаточно легко. Дискоактинии или кораллы-грибы бывают абсолютно разных цветов. Вот у меня в данном случае синие, были красные, где-то они спрятались. Абсолютно дубовый коралл, подходит для новичков, может жить абсолютно в любой системе с любыми параметрами. А это эофилия лягушачья икра, один из моих любимых кораллов в системе. Ну, собственно говоря, по содержанию мало чем отличается от обычной эофилии, предпочитает среднее или яркое освещение и умеренное течение. Но у меня, опять же, отлично растет на быстром течении. Еще одна поцелопора, которая у меня есть. На этот раз она фиолетового цвета. Эта колония у меня уже достаточно давно живет, наверное, больше года. Я ее уже успел поделить на две, поставил в разных частях аквариума. Ну, как я говорил, поцелопорки мне очень нравятся. Австралийская мантипора, довольно неприхотливая, в принципе, нуждается в достаточно сильном течении и в этом случае очень быстро по камням стелится, распространяется. Собственно, освещение может быть любое, но лучше, конечно, более яркое. Мантипора оленей рог. Мантипора считается достаточно нетребовательная, но тем не менее все-таки ряд условий необходимо соблюдать. Она предпочитает довольно яркое освещение, то есть поэтому она у меня находится буквально под лампами, и от среднего к быстрому течению. В остальном сложности, на мой взгляд, не представляет. Рикардея юма достаточно простая в содержании дискоактиния. На мой взгляд, очень красивая, но ей требуется яркое освещение и совсем слабенькое течение, поэтому у меня она спрятана как бы за основной массой живых камней, там, где течение минимальное. Мантипора дигитата голубая. Коралл, один из наиболее распространенных видов СПС, является фотосинтетиком. Хорошо, отлично подходит для начинающих. Единственное, важно обеспечить ему достаточно сильное освещение и течение.
пузырчатая актиния или актиния квадриколор. Ну, собственно говоря, здесь особо рассказывать нечего. Обычная самая актиния. Очень быстро она делится. У меня что-то их набралось очень много. Сейчас пытаюсь отловить часть и раздать или продать, но пока не очень удачно. Если кто-нибудь знает, как ее сдвинуть с места и поймать так, чтобы она не отравила весь аквариум, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну вот, пожалуй, я рассказал обо всех кораллах, которые есть у меня в системе, но, наверное, вы видите, на заднем плане есть пульсирующая Ксения. Про нее рассказывать не буду. Это сорняк, который поначалу очень хочется посадить, но потом не знаешь, куда ее девать на самом деле. Вывести ее, мне кажется, практически невозможно, а уже очень хочется. Друзья, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Особенно большое спасибо тем, кто досмотрел его до конца. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. С удовольствием все читаю, отвечаю. Следующее видео планирую либо про живность, либо про оборудование. Но в любом случае и то видео выйдут на канале в ближайшее время. Еще раз всем большое спасибо и пока-пока.